Однажды, во время своей охоты, Стас услышал рев в далеком лесу. Инстинктивно он пошел следом за звуками и настороженно двигался по сплошным зарослям. Подойдя ближе, он увидел тигрицу, которая лежала на траве. Рана на ее лапе выглядела чрезвычайно опасной, и она уже не могла терпеть боль. Стас не смог оставить животное в таком состоянии. Спасательный инстинкт вырывался наружу, и он решил помочь ей, несмотря на страх и ужас, что это дикое животное. Используя благоразумие и опыт, охотник достал из сумки аптечку, которую всегда носил с собой, и смог остановить кровотечение. Он смог поднести воды к кустам изнемогающей тигрицы, и она с благодарностью приняла его помощь. По мере того, как тигрица восстанавливалась, она начала проявлять все больше доверия к Стасу. Наконец, она привела его к своим детенышам, которые скрывались в густых зарослях. Их маленькие глазки смотрели на него смутно и недоверчиво, но, видя, что их мать доверяет Стасу, они быстро приняли его появление. Стас взял ее детенышей и отвез их к ветеринару. Там кормили и выхаживали, пока тигрица поправлялась. Стас знал, что соблюдение своего обещания тигрица и ее потомству было правильным решением. Вскоре тигрята выросли и стали красивыми, сильными тиграми, готовыми к возвращению в дикие земли. Стас и местные власти организовали их перевозку обратно в лес, где они смогут присоединиться к своим собратьям и к своей маме-тигрице. Много лет спустя Стас опять оказался на поляне в лесу, которую он едва запомнил, но которая была местом спасения тигрицы и ее детенышей. Вскоре Стас услышал странный шорох прямо за собой. Он поднял голову и увидел двух огромных тигров, которые стояли на опушке. Они поблагодарили Стаса глубоким взглядом и, не оставив его возможности выразить уважение, смешанное со всей их благодарностью, медленно исчезли в кустах. Стас был наполнен неописуемой благодарностью и счастьем за то, что тигры оказались живыми и адаптировались в природе, продемонстрировав свою силу и красоту. Он понял, что его действия несколько лет назад не только помогли спасти жизни тигрицы и ее потомству, но и стали причиной того, что он смог выжить сейчас. В этом круговороте помощи и благодарности проснулась искра взаимопонимания, которая становится источником бесконечной гармонии и изобилия в природе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.